Основой вязания на спицах является все-таки основным инструментом спицы. Вот от их размера и материала, то есть материал это нитки, в данном случае нитки, будет зависеть все-таки, какая у нас будет вязка. Гладкой, чистой, ровной. Спицы есть деревянные, пластмассовые, металлические. Их спицы распределяют по размерам. Есть размер от 1 по 10 размер. Спицы потолще используют для вязания пальтишек, курточек, юбочек, ну, разных. Есть спицы на леске, есть просто вот такие чулочные спицы. Спицы подбирают в основном от толщины пряжи и от плотности. Если, например, вы возьмете спицы побольше, значит плотность совсем другая будет. Если меньше, значит плотность совсем другая. То есть, что такое плотность, я вам расскажу. И, кроме того, еще в работе используют крючок. Крючок может сослужить для обвязки какого-нибудь изделия, которое вы вяжете. Сантиметр, ножницы, иголка, нитка. Для чего сантиметр? Сантиметром вы измеряете, как сказать, например, вы хотите связать шапочку, вы измеряете объем головы. Вы хотите связать кофточку, вы измеряете длину рукава, длину изделия и так далее. Ножницы и это обрезание ниток, там, обрезать нитки, иголка. Мы где-то подшиваем нашу пряжу. Хочу показать условное обозначение петель, которые обычно используют в рапортах наших рисунков. Так сказать. Вот так обозначается у нас лицевая петелечка, вот так изнаночная, накиды полудугой, вот эта петелечка, которая снимается не провязанной. Если стрелочка вправо, тогда 2 петелечки нужно провязать вместе, не снимая со спицы. Вот, сначала вторая петелечка, а потом первую. И скидывается со спицы. Если стрелочка указана влево, значит мы так же само провязываем 2 петельки, только сначала первую за заднюю стеночку, а потом вторую лицевую снимаем со спицы. Вот так указано переплетение наших косичек. Вот. Переплетение сначала, вот это переплетение перед узором, а это переплетение за узором. И еще вот, например, 1 лицевая, звездочка, 3 изнаночных, 2 лицевых, звездочка. Вот между звездочками, вот такими вот звездочками, петелечки повторяются до конца ряда. Вот это у нас между этими звездочками петельки мы повторяем. Вот такое условное обозначение петелек, которые используются в рапортах. И еще вязать по рисунку. Вот вы берете любой рисунок, любое условное обозначение обозначает, что следует вязать так, как ложатся петли на данной стороне вязки. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночные. Накиды можно вязать по усмотрению. При вязании петли нанизываются одна на другую, вот, по горизонтали. Получаются у нас такие петельные ряды.
петельные вот ряды. Вот петельный ряд 1, 2, 3. По вертикали у нас как бы идет вот такой, видите, вот такой столбик. Вот петелечки идут в столбик. Вот количество петелек там, сколько набранных, вы определяете сами. Как я говорила, все узоры состоят из изнаночных и лицевых петелек. Вот такие маленькие наши, так сказать, азы, которые мы рассмотрим с вами. Если вам понравилось смотреть наши видео, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал «Поделки своими руками». Делитесь видео с нашими друзьями. Давайте вязать вместе.